Добрый день, дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики, зрители, те, кто зашел к нам первый раз на канал гости. Да, хочу вам сказать, что это сегодня третий день нашей трехдневной поездки по городам Средней и Центральной Азии. Первый день у нас была Хива, второй Самарканд, третий мы в Бухаре. И мы находимся в династическом музее саманидов. Это самая древняя династия, с которых, можно сказать, началась история Узбекистана и вообще Центральной Азии. Мавзолей саманидов в Бухаре – один из старейших и самых значимых памятников исламской архитектуры в Центральной Азии. Он был построен в начале X века, примерно в 905-915 годах, как усыпальница для династии саманидов, правивших в Бухарском эмирстве. Архитектурный стиль мавзолея сочетает элементы персидской, арабской и тюркской архитектуры. Особенности – это уникальные кирпичные узоры и сложная геометрия, символизирующие исламскую философию. Это один из немногих сохранившихся памятников исламской архитектуры того времени. Существует легенда, что мавзолей был построен на месте, где был найден камень с таинственными надписями, что приписывается мистической силе самого мавзолея. Говорят, что мавзолей был не только усыпальницей, но и местом поклонения для местных жителей. Мавзолей саманидов стал символом культурного и архитектурного наследия Бухары. Шаг за шагом мы уходим от тишины мавзолея саманидов, этого маленького каменного чуда. Воздух сегодня в Бухаре прохладный и свежий, словно сама история дышит рядом. Мы идем дальше через оживленные улочки, где встречаются торговцы свежевыжатым гранатовым соком. И вот за поворотом перед нами открывается Бола Хаус. Бола Хаус – жемчужина Бухары. На берегу древнего пруда стоит настоящая поэма в камне и дереве – мечеть Бола Хаус. Это не просто архитектурный шедевр, это символ духовной жизни Бухары. Возвышаясь под небом, ее изящные колонны, словно тончайшие нити, поддерживают резной потолок, где каждая деталь – это дыхание веков. Построенная в 1712 году, мечеть сохраняет душу прошлого. Бола Хаус – это не просто мечеть, это сердце Бухары, ее душа, ее мудрость. Здесь Восток открывает свои тайны и дарит прикосновение к прекрасному. Ее древние колонны, украшенные искусной резьбой, будто поют древнюю песню о величии Бухары. Каждая деталь потолка – это молитва мастеров, вложивших сюда не только талант, но и душу. Здесь каждая молитва отзывается эхом истории, а тишина в залах, украшенных древними узорами, словно зовет задуматься о вечном. Говорят, здесь можно услышать, как шепчутся духи времени. Закройте глаза, вдохните этот воздух, и вы почувствуете, как прошлое оживает. Бола Хаус – это не просто мечеть, это магия Востока, где каждая тень и отблеск света рассказывают о силе веры и красоты, способны тронуть даже самое равнодушное сердце. Представьте себе, утренний свет мягко ложится на изящные колонны, словно ласкает их веками. Это Бола Хаус, мечеть, которая встречает каждого путника, будто старого друга, раскрывая свою историю. И вот прямо напротив от Бола Хауса расположен Бухарский арк. Ух ты, не будем будить спящего путника, тихо пройдем мимо, пусть себе отдыхает. Да, Бухарский арк – это одно из самых древних сооружений в Средней Азии, настоящий символ Бухары. Это грандиозная крепость, которая служила резиденцией бухарских эмиров на протяжении веков. Вот несколько интересных фактов и легенд об этом уникальном месте. Архитектурные особенности. Комплекс построен в форме неправильного прямоугольника. Главные ворота украшены двумя массивными башнями, соединенными арочным ходом, которые ведут к покрытому галереями подъему. Разрушение. В 1920 году во время штурма Бухары Красной Армией арк был частично разрушен в результате авиабомбардировок. Это был один из первых случаев использования авиации в войне. Центр власти. Арк был не только резиденцией эмиров, но и административным центром. Внутри крепости находились дворец, казна, хранилище, мечети, конюшня и даже тюрьма. Дворец эмира. На территории арка находится тронный зал и апартаменты эмира. Легенда утверждает, что стены дворца украшали бесценные ковры, золото и драгоценные камни.
Казнь в арке. На территории крепости проводились публичные казни. Самой известной считается казнь 2 британских офицеров в XIX веке, которых обвиняли в шпионаже. Музей под открытым небом. Сегодня Арк является музеем, где можно узнать о быте эмиров, увидеть древние артефакты и насладиться великолепными видами на старую часть Бухары. Камелочка. Возраст крепости. Арк был построен примерно в V веке нашей эры, хотя археологические исследования показывают, что место было обитаемо задолго до этого. Легенды утверждают, что крепость стоит на месте, где существовали древние поселения еще 2000 лет назад. В Бухаре, на площади, где стоит минарет Кальян, самое высокое здание в Бухаре. Ну что, первый день у нас в Бухаре закончился, и мы остановились в гостинице Paradise Plaza. Да, вот такой вот приятный фасад. Смотрите, какие двери резные. Да, хочу вам показать номер гостиницы, такой шоу-рум, да, гостиница Paradise, которую для нас забронила туристическая компания Travel People, за что ей огромная благодарность. Вот такой холл. Великолепный, да? Массажное кресло, пожалуйста. Так, 4-й. Вот такой вот номер. Смотрите. Просто великолепно.
4 воды. Чайник. Шкаф. Просто вообще она какая-то огромная, да, кровать? Здесь у нас теплый режим. Все очень здорово. В старом городе Бухары находится знаменитый базар Токи-Зар-Гарон и другие кукольные базары, такие как Токи-Тель-Кари и Токи-Сарафанон. Эти исторические базары были центром торговли в эпоху Шелкового пути. Также важным местом является базар Ляби Хаус, расположенный рядом с одноименным архитектурным ансамблем. Там можно найти как сувениры, так и современные товары. Мы еще по этому базару с вами прогуляемся. Смотрите, какие шахматы. Есть фигурки чуть побольше. Да, вот классические деревянные. Такие куколки. Да, есть вот такие металлические. И вот из тыквы сделаны специальные такие емкости для хранения, переноса разных пряностей. Да, Камила, это из тыквы же, да? Да? Из тыквы. Наносит узоры. Вот такие вот. Есть маленькие совсем. Наверное, для насвая. Маленькие. Красота. А вот эти штуки, вот эти, видите, это, скорее всего, когда лепешки испекут, ну вот, делают такие дырочки, узоры, да? По узорам можно определить, кто пек лепешки, откуда лепешки. Такой магазинчик. Это 11-й, получается, до входа в сам рынок. Смотрите, есть также ножи. Опа. Просто произведение искусства, да? Да, если вы приобретете какой-нибудь острый предмет, вам выпишут сертификат о том, что это действительно было изготовлено специально для продажи, и вы его смело можете вывести, показав этот сертификат на таможне в аэропорту или где, ну да, скорее всего, в аэропорту. Самоварчики. Рога разных животных. Мавзолей Саидов, который перед вами сейчас, это один из старинных памятников Бухары, расположенный на мусульманском кладбище. Он принадлежит к числу объектов, связанных с историей религиозной и культурой региона. Однако этот мавзолей долгое время находился в запустении и был на грани разрушения.
Дорогие друзья, а вы знаете, что в 2009 году немецкий турист Вольфганг Нойман, во время своего путешествия по Узбекистану, заинтересовался состоянием архитектурных памятников в Бухаре. В частности, его внимание привлек старинный мавзолей саидов, перед которым мы сейчас находимся с вами, который находился в плачевном состоянии. Он решил полностью финансировать реставрацию этого объекта, так как был глубоко тронут его исторической и культурной значимостью. Реставрационные работы были выполнены под наблюдением специалистов и завершились успешно. Вольфганг Нойман стал известен в Бухаре благодаря своему щедрому поступку, который вдохновил других людей на заботу о культурном наследии. Этот случай стал примером того, как туристы могут внести вклад в сохранение культурных ценностей и в других странах. Когда выходишь с этого базара, если пройти по этой дорожке, можно попасть в эти бани. Старинные бани, хамамы в Бухаре – это уникальная часть исторической инфраструктуры города, которая служила не только для омовений, но и для общения, проведения ритуалов и релаксации. Многие из них сохранились в периоды Средневековья, когда Бухара была крупным центром торговли, культуры и религии на шелковом пути. Хамам Бозори Кордон – одна из самых известных исторических бань в Бухаре, которая действует до сих пор. Она была построена в XVI веке, вблизи торговых куполов города, предназначалась для купцов и местных жителей. Хамам функционирует по классическим восточным традициям. В его помещениях чередуются горячие и холодные комнаты, а также предлагаются традиционные процедуры, такие как массаж и скрабирование. Эти бани представляют собой архитектурные памятники с куполообразными сводами, обеспечивающими естественную вентиляцию, и полами, подогреваемыми системой гипокаустов, древней системы отопления. Их реставрация и поддержка в рабочем состоянии позволяет туристам и местным жителям погрузиться в атмосферу старого города.
Ансамбль Ляби Хаус в Бухаре – это не просто архитектурный памятник, а место, наполненное духом истории и легенд, которые трогают душу. Его название переводится как «у водоема», ведь в центре ансамбля находится большой искусственный бассейн, вокруг которого издревле кипела жизнь. Исторические факты. Создание бассейна. Ляби Хаус был построен в 1620 году по указу визиря Надира Диван-Беги. Бассейн стал центром общественной жизни. Здесь собирались купцы, ремесленники и поэты, обсуждали дела и обменивались новостями. Вода из бассейна использовалась для питья, поэтому вокруг построили караван-сарай и медресе. Архитектурный ансамбль. Ансамбль состоит из 3 главных сооружений. Медресе Кукильдаш, одно из крупнейших в Средней Азии, Ханаке Надира Диван-Беги, суфийская обитель, служившая местом медитации и молитв, караван-сарай Надира Диван-Беги, позже перестроенный в медресе. Эти здания окружают бассейн и создают неповторимую атмосферу, отражая славу Бухары и центра культуры и духовности. Легенда Ляби Хаус. Легенда о хитрости визиря. Рассказывают, что земли, где сейчас находится Ляби Хаус, принадлежали богатой вдове, которая отказывалась их продавать. Визирь Надир Диван-Беги придумал хитрость. Он заявил, что для общественного блага ему нужно место лишь для кожи быка. Когда вдова согласилась, визирь разрезал кожу на тонкие полоски, окружил ими большой участок земли и забрал его. Так был построен бассейн, вокруг которого затем появился ансамбль. Старец и его дерево. Легенда о бедняке и богатом купце. Говорят, что на берегу Ляби Хаус жил бедный ремесленник. Однажды к нему пришел купец и предложил богатство в обмен на его душу. Но ремесленник отказался, сказав, что душа принадлежит только Аллаху. Купец осознал свою ошибку, раскаялся и отдал все свое имущество бедным. Говорят, именно на его деньги была построена часть медресе. Ляби Хаус – это не только памятник прошлого, но и живое сердце Бухары. Здесь до сих пор чувствуется энергия многих поколений, которые оставили частичку своей жизни в этом месте. Неспешный шум воды, тень древних чинар и теплый свет фонарей ночью создают особое настроение, словно ты находишься вне времени. Ну что, ребят, нужно вам сюда приехать, потому что это очень красиво, это очень величественно. И, конечно, вы, когда сюда приедете, вы сами увидите, как это все завораживает. Именно трепет душу, и вы ощутите это на себе, да? Особенно если вам гид все правильно расскажет, просто будете счастливы. Так что приезжайте в красавицу Бухару. Жемчужина. Да, так что и будет вам очень интересно, я думаю. Ну что, дорогие друзья, вот и закончились наши 3-дневные каникулы. Да, 3 дня и 3 города вы все увидели. Надеюсь, вам было приятно. Ну что, до встречи. С вами были Рустам и Каилов. Всего доброго, пока-пока, до новых встреч.